Всем здравствуйте! Меня попросили наточить нож. Нож обыкновенный, кухонный, нож-мастер. Нержавеющая сталь. Состояние у него в принципе еще хорошее. Что нельзя сказать о самом лезвии. Если присмотреться, на лезвии можно увидеть повреждения. Этим ножом хотели что-то перерубить. И поэтому появилась такая вмятина. И далее, если посмотреть по всему лезвию, находятся многочисленные повреждения. Что я буду делать на первом этапе? На первом этапе я срежу часть лезвия до повреждения. И далее буду его уже затачивать. Следующим этапом исправления и заточки лезвия ножа является срез поломанной части лезвия ножа. Для наглядности я нож зажал в тиски вместе с линейкой, чтобы можно было видеть. Вот эту часть и придется срезать. Можно срезать как обыкновенным напильником, так можно срезать и на точильном круге. Сейчас на точильном круге буду срезать переднюю кромку ножа. Именно ту часть, которая была сломана. Повторюсь, срезать буду вот таким вот образом. Так. Покажу вам промежуточный этап обрезки лезвия. Часть лезвия срезал. Срезается очень просто и очень легко. Остался небольшой участок. Еще чуть-чуть, и лезвие будет полностью выровнено. Продолжаю затачивать нож, точить нож. На точильном круге зернистость была порядка 300-400 единиц. Следующий уровень зернистости будет около 1000 единиц. Для этого я буду использовать водяной камень. Название водяной он получил из-за того, что перед работой его необходимо минут 20 замочить в воде. Точилы бывают разные. Есть водяной камень, есть обыкновенные бытовые, которые продаются в магазинах. Как говорится, почувствуйте разницу. У них зернистость составляет порядка вот этого 180-200 единиц. У этого где-то 300 единиц. Если такой же камень у меня просуществовал до этого порядка 20 лет, просто раскололся он у меня, то вот этому меньше года. Это я взял у знакомых. Ну, этому лет 5. Цена, предположим, вот этого камня на 200 единиц в 10 раз дешевле, чем этого камня. Но этот камень служит 20 лет. И точить на нем одно удовольствие. А этот, ну, я не знаю, только нож портить. Хотя и на них тоже можно точить ножи. Продолжаем. Следующая задача заточки ножа — это выдержать угол в 15 градусов относительно камня. Или по тот угол, под который сделана первоначальная заточка. Ну, в принципе, это так и есть у меня, 15-20 градусов.
Действия производятся очень простые. Устанавливается нож, полотно ножа, прижимается. Сильно прижимать его не надо. И поступательным движением вперед-назад производим заточку лезвия. Я сейчас покажу очень коротко, как это производится. На самом деле уходит где-то на каждую сторону минут 20-30. В зависимости от того состояния, до какого вы хотите довести лезвие своего ножа. Вот я прошелся один раз. В принципе, точить его можно еще и точить. Обработав на 100 единицах, камень необходимо сполоснуть, чтобы частички не попали на другую сторону, и обработать поверхностью на 3000 единиц. Лезвие ножа будет острее. Я вам сейчас просто показал, я нож еще не затачивал. Сейчас я покажу, что из этого получилось. Вот обыкновенный листок бумаги. Бумагу он уже режет. То есть даже не затачивая сильно нож, его уже можно использовать. Обработав на точильном круге и пройдя даже один раз на водном камне на 1000 единиц. Ну, в принципе, уже хорошо режет, может с ним работать на кухне. Далее, что я хочу еще сказать про ножи. Да, дальше вы можете его затачивать для любого состояния, как я вам говорил. На этом я пока остановлюсь. То есть, повторюсь немного, обыкновенное поступательное движение вперед и назад. По 15 градусов. Ничего сложного в этом нет. Далее. На чем необходимо резать ножом? Мясо, овощи, фрукты, все, что вы хотите. Только на деревянной разделочной доске. Сразу хочу оговориться, ни на каких тарелках, ни на каких керамических разделочных досок, на стеклянных ножом никогда не работайте. Просто-напросто испортите нож. Ножом кости тоже не рубят. Так, ну пока разделочная доска есть, сразу становлюсь. Доска разделочная должна быть многослойной. Этой доске порядка 5 лет. И до сих пор живее всех живых. Да, если вы хотите ножом почистить доску, никогда не чистите ее лезвием, обратной стороной ножа. Не надо портить лезвие. Ну и напоследок, в принципе, в каждой семье на кухне должны быть ножи разного качества. Вот этот нож и вот этот нож. Разница в цене 1 к 10. Этот нож, этим ножом просто приятно работать. Это хороший нож, японский. Превосходный нож, им работать просто приятно. Но если вам разница 1 к 10, но если есть риск где-то нарваться на кость, на какие-то тяжелые вещи, испортить лезвие, я для этого использую обыкновенный нож, он 100 рублей стоит в любом магазине. Просто жалко тут нож портить. Это как образцы. Еще есть там нож мастера, их разных видов много. Как видно. Это, в принципе, все, что я хотел вам рассказать. Нож по просьбе. Меня попросили сделать этот нож, я сделал. Сегодня я им, хозяевам, отдам. И еще забыл сказать, увидел и вспомнил. Как хранить ножи? Нож ни в коем случае не храните в выдвижных шкафах вместе с вилками, ложками, другими ножами. Они друг об друга бьются и портят лезвие ножа. Ни в коем случае ножи не кидайте в мойку, ни в посудомойку, никуда. Нож использовали, сразу моется, протирается и правильно, и вешается на специальный магнитный держатель. Только таким образом вы лезвие ножа никогда не повредите.
самый лучший вариант. Вы видите ножи, это очень культурно и очень красиво. Все, всем спасибо.